Tell me, who is living a life without any stress? Скажите, кто из вас живет жизнью абсолютно ики стресса? Без стресса. Да, без всякого стресса. Well, if you put your hand up, I'd say you're a liar. И если бы кто-нибудь из вас поднял руку, я бы вам сказал, что вы врете. Stress is a part of life. Стресс – это естественная часть жизни. Now, this session we're calling winning over stress. И вот эта сессия или вот эта вот часть служения мы так и озаглавили «Одерживай победу над стрессом». And people in every area of society are urging us to lift our level of performance and Мы profitability. все живем в месте, или в мире, где в любой части общества от нас требуют постоянно быть в таком тонусе, постоянно улучшаться, что-то делать, достигать. And people who urge us to be more successful don't realize that it takes a lot of stress. И любой человек, который как бы ожидает от нас вот этой производительности, успеха, не всегда осознает, что за всем этим будет стоять сильный стресс. And if we can't cope with this level of pressure and stress now, how can we survive if we have to lift our level of И вот performance? если мы не научимся справляться с этим стрессом, то как мы сможем пройти через то время, которое будет впереди нас? And if you've come from a war zone, Если вы были в какой-то военной зоне, there's no stress worse than that. что психологи говорят, что нету худшего переживания стресса. We have lived in 2 countries that have been at war. Мы жили в 2 странах, которые были в военном каком-то конфликте. And we know what you're going through in Eastern Europe. И в Восточной Европе то, что происходит сейчас, то нам это знакомо не на словах. Sasha and I have ministered in countries where there is total war now. Мы служили в странах, где до сих пор идет война. To the military, Navy, Air Force. Служили в других странах, служили на военных базах, служили в академии военной. We've ministered to chaplains and psychologists and social workers. И работали с психологами и с социальными работниками многих стран. And all these people in leadership are trying to give the public answers. И вот все эти люди в руководстве, они пытаются найти какое-то простое объяснение, которое можно было бы представить людям, вот публике. And they normally say to us, if we try and produce any more, we'll be killed. We'll die Люди, with вот, с stress. которыми обычно мы встречались или которым помогали, служили, они все говорили одно: если еще чуть-чуть, то уже не выдержишь. Now, the most valuable commodity that any country has is people. Но мы должны понимать, что самое ценное, что есть у страны, это люди. And when people get sick because of stress, it's so difficult to replace them. И люди, которые заболели вот посредством стресса, то заменить их практически невозможно. Очень So if сложно. we're carrying stress, Поэтому если мы живем в этой and зоне стресса, people are urging us to lift our level of и performance, люди ожидают от нас еще какой-то более повышенной планки достижения, we've got to make some changes to our lives. то нам необходимо пересмотреть то, как мы относимся к окружающим. Now, what I'm going to share with you in the next few minutes И то, чем я хочу с вами поделиться на протяжении нескольких минут, I trust will help you to relieve the stress in your life, надеюсь, как-то поможет вам выбраться из замкнутого такого пространства стресса, where you can lift the level of your performance, где вы сможете жить более качественно and you'll have a capacity to help others as well. и иметь какой-то внутренний ресурс для того, чтобы помогать и другим людям. First of all, we've got to learn to change some structures in our lives. Но нам необходимо прежде всего поменять внутреннее содержимое нашей жизни, структуры. We've got to reorder what our priorities are, Нам нужно расставить приоритеты and even change or get rid of harmful habits. и, может быть, отказаться или вообще выкинуть какие-то неправильные привычки. Now, these are times of great stress everywhere. Сейчас, наверное, слово «стресс», оно такое очень актуально везде, куда бы мы ни пошли. And I'll tell you some of the causes of that stress. И вот несколько каких-то причин, которые вызывают стресс. The diminishing value of money, Когда нету денег, where you haven't got enough
to support yourself. Когда просто тебе не хватает на то, чтобы жить. And tensions between nations are growing. Когда вот давление между странами, какое-то отсутствие прагматизма. And wars are breaking out with nations that were once at peace. Межнациональные неусобицы, войны. And the future is looking very bleak. Когда люди вот смотрят в будущее, а его не предсказать. Вообще не знают, что будет завтра. People are discouraged and losing hope. Люди просто разочарованы в таком безнадежности. Families are distressed. Children don't know what to do. Когда семьи распадаются, дети не знают, что делать. And even sickness is creeping in. Или человек, когда заболевает, то все вот это, то есть целая палитра разных атрибутов, где то, что может вызвать стресс. Now let me give you a definition of stress that will help you. И позвольте мне дать вам определение вообще, что такое стресс. What is stress? Понять, что такое стресс? It's the body and the mind's reaction to change. Стресс – это реакция организма и разума на внешние перемены. When external circumstances change, we can't cope, stress levels go up. Когда внешние обстоятельства вокруг нас меняются, и мы не можем их контролировать, это вызывает внутреннюю реакцию, которая называется стресс. And do you know what the most constant thing around us is? И знаете, что самое постоянное вокруг нас? Change. Это перемены. It's the most constant thing in our lives. Что-то, что непрестанно нас будет преследовать. Changes are there all the time. Перемены будут всегда. You know, stress is a part of life. И поэтому и стресс будет являться неотъемлемой частью нашей жизни. Now let me put this naturally. И позвольте мне более так If we are alive, объяснить. we are Смотрите. growing. Если мы живем, то мы растем. Living things grow. Все, что живое, то растет. Only dead things don't grow. Мертвые пластиковые растения не растут. Growing things change. Все, что растет, меняется. When a plant starts growing, it changes. Когда растение начинает расти, оно меняется. So knowing that change causes stress, why does it challenge us? Тогда, если мы понимаем, что перемены производят стресс, почему же тогда оно вызывает в нас такую реакцию? Because the changes move us out of our comfort zone. Потому что любые перемены выталкивают нас из зоны комфорта. Now, hopefully, I'm going to give you an idea of a remedy for that change and stress. И я надеюсь, что я каким-то образом могу дать вам хоть частично помощь, как справиться со стрессом. And in this little teaching now, И вот в этой вот короткой сессии I want you to know how to adjust with the changes я хочу, чтобы вы научились приспосабливаться к and not be переменам, frightened of them а не бояться их. in order to survive and to win. Для того, чтобы не просто выжить, а победить. All right, change need not be stressful. Поэтому, как бы, say it again? Change need not be stressful. Перемены не должны быть стрессовыми. It depends on how we perceive it Все зависит от того, как мы относимся к этому. and how we react to it. И то, как мы реагируем. Most challenges in life are not of physical nature. Большинство вызовов в нашей жизни, они не физического характера, It has physical consequences, но имеют физические последствия. but it's mental or emotional stress. Но в основном самый серьезный вызов – это вот эмоциональный вызов, это вызов нашему внутреннему I'll give you an состоянию. illustration of И вот this. я вам скажу иллюстрацию. Let's say you're facing something that is positive and good. Например, вы встречаетесь с чем-то, что очень позитивно, очень хорошо, приятно. And you have to adjust your thinking to achieve this. И вам нужно вот как-то измениться для того, чтобы вот достигнуть чего-то. Think of the challenges you've had with your family. Подумайте о каких-то вызовах, которые были в вашем доме, в вашей семье. When a new baby comes into the home, Например, когда рождается ребенок. that can be very stressful. Очень стрессовая ситуация, да? But that's a good change. Много менять, но это хороший стресс. Think of when you get a promotion in a job Когда вас повысили на работе, with more money.
когда больше денег зарабатываете, bigger responsibilities cause stress. больше ответственности вызывает больше стресс. So that is what is called good stress. Но все это можно собрать в такую рамку и обрамить и сказать, это хороший стресс. Actually, you said the word. In the Greek, it's eustress. Eustress, that means good stress. И в греческом это называется как eustress, то есть позитивный стресс, добрый, хороший стресс. Think of an athlete who fails to win a race. Подумайте о спортсмене, с другой стороны, который не сумел победить, не выиграл в забеге. Instead of quitting, Вместо того, чтобы бросить, the athlete says, I'm going to make a comeback. то спортсмен, как правило, что он вырабатывает стратегию, говорит, я вернусь, я буду больше тренироваться, I'm going to find better techniques. я найду лучший подход, Now, that athlete puts технику. himself under stress. То есть и снова берет спортсмен и помещает себя в зону стресса, где он начинает работать. In order to win. Для того, чтобы это So that's what's called good stress. И вот это позитивный стресс, это Now, хороший стресс. distress, that's the bad stress. А дистресс – это уже плохой стресс. Now, with most people, they want to run away. Большинство людей, которые встречаются с таким стрессом, им хочется убежать. Some people want to stay and fight. Некоторые хотят остановиться, как бы остаться, бороться, двигаться. Not with other people, of course, Ну, не с людьми бороться, я имею в виду, со but стрессом. fight with the circumstances in С order to improve обстоятельствами для того, themselves. чтобы чего-то доказать. Now, if this distress lasts over a long period of time, И вот если вот этот вот дистресс, он длительный, затяжной, and nothing seems to be getting better, и ничего не становится лучше, that can become very negative and very harmful to your health. и вот это начинает влиять на нас очень негативно и подсаживать здоровье. It gives us the feeling that we can't cope. Дает нам осознание, с которым мы, чувство, которому мы бесконтрольности, с And которым that's when нельзя people get справиться. discouraged, depressed, and they want to give up. И вот здесь вот люди хотят сдаться, остановиться, бросить все и уйти. And the areas that are normally affected by this bad stress is our work situation, И обычно это место стресса – это наша работа. our home life, Или наша жизнь дома, marriages, семья, and other брак, relationships. другие взаимоотношения. Now, we don't need these areas to suffer, И вот здесь вот нам нужно бодрствовать над тем, чтобы сохранить вот эти, because these things I've вот mentioned области. are essential to our well-being. Потому что вот эти вот 4 пункта, как работа, жизнь дома, семья, личные взаимоотношения, это то, что основополагающее для жизни человека вообще. In a work Успех. situation, we need to have good relationships with others. На рабочем месте нам необходимо искать хорошие взаимоотношения с другими. And that is for our protection, Для того, чтобы нам чувствовать защищенными for себя, our survival in the workforce, для выживания в той местности, For our где мы future. поставлены, для будущего, and for our income. ну и, естественно, достаток для заработной платы. Now, let's look at an area that could cause a lot of stress, our home life. Наша жизнь – это место тоже стресса. If дом. we're being stressed at work, Если нас угнетают на работе тяжело, we need to have a refuge to come home to at home. то нам нужно иметь место, которое мы могли бы назвать дом. Так, if в смысле, both places дом, are моя stressed, крепость, где ты можешь отдыхать. Но если и на работе стресс, и дома стресс, Your home and the workplace is stressed, then you'll start dying. то вот здесь вот и начинается вот это вот состояние тяжелое очень. And I hope you're going to learn something from this session. И я надеюсь, что вы услышите меня посреди всего того, что я To говорю, protect your most important asset, your family. что нам необходимо делать все для того, чтобы защищать самый важный аспект нашей жизни, это нашу семью. As I said earlier, we have done seminars Я за служение свое много Years провел ago. семинаров. for the military, Navy and Air Force Несколько лет назад проводились семинары, крупномасштабные in семинары Ukraine and Latvia. для военных, для армии, как в Украине, так и в Латвии. Where men and women in the forces were Когда stressed мужчина или женщина военные, они, находясь в военной зоне, настолько у них стресс, they're having to prepare themselves for battle когда они готовятся к сражению, and the fact that they might not survive. и имея всегда в подсознании того, что они могут и не выжить, And that causes great stress on the family. все это вызывает стресс на них, на семью, на работу, на все области. So while we have our family around us, Поэтому, имея семью вокруг нас, let's build our friendships in our family. нужно защищать вот эту вот среду, где And that мы will живем. protect them
для того, чтобы For the защищать их будущее. And if we get older, И когда мы станем старше, and that's something you can't avoid, we're all going to get и older. я вам могу сказать точно, что никто этого не избежит, You'll, старость you'll обязательно protect your придет, family on into your old age. то, защищая сегодня семью, мы делаем инвестиции в будущее своей жизни. But if you destroy your home life, Но если мы не дорожим семьей you'll end сегодня, up lonely, то unhappy. мы закончим тем, что будем very poor in одинокими, spirit. разбитыми, несчастными и бедными. Now, when I was younger, was swimming with the South African Olympic swimming team. Когда я был молодой, я был членом олимпийской сборной по плаванию в Южной Африке. I was swimming against some of the greats. И плавал и участвовал в соревнованиях против очень A long известных time ago. людей. Это все было очень Names you давно. won't remember. Даты, которые уже не вспомнишь даже. I never went to the Olympics Я так и не попал на Олимпийские because there were игры. no sponsors in those Потому early что в days. то время, в ранние годы моей жизни, когда Your мы family or занимались, your friends had to have money. никто не платил, не было спонсоров, которые To pay for me заплатили to go бы for для the того, чтобы поехать на Олимпийские игры. Каждый должен был заплатить за себя. И у нас не было этих денег. So today I swim in what is called the Veterans Olympics. И сегодня, до сих пор, я участвую в соревнованиях по плаванию. И она называется это игры доброй воли для ветеранов. It's called the World Masters Games. Игры доброй воли называется. It starts at age 35 И оно начинается с возраста 35 лет and goes up in 5-year groups. и идет в таком шаговом размеренности по 5 лет. I won't tell you what age bracket I'm in now. Я не расскажу вам, в какой групповой возрастной группе я участвую, But a lot of my competitors from 20 years ago are dying. но многие те, с которыми я соревновался еще 20 лет назад, они уже сегодня So умирают. in the next few games I could get some medals. Поэтому скоро я буду получать много наград. Well, I'll tell you what happens. Смотрите, что происходит. I register for the games. Я прохожу регистрацию I для have to give my этих игр. age. Мне нужно зарегистрировать свой возраст. And I can choose 5 races to swim in. И у меня есть выбор 5 заплывов. 50 meters, 100 meters, that's 50, easy. 100 метров это легко. My best race is 200 meters freestyle. Лучший мой заплыв или техника это с свободным стилем 200 метров. And then there's 400 and 800 И meters. затем еще 400 и 800 метров. Now, I used to have the stamina for 1500 meters. У меня было раньше достаточно силы для того, чтобы участвовать в соревнованиях на 1,5 километра. I don't have that anymore. Сейчас мне уже не хватает силы на это. The reason I go there Но почему я участвую в этих играх доброй воли? is to reach old men for Jesus. Это для того, чтобы пожилых людей привести ко Христу. In the past games that I've swum at, I've led 104 men to the Lord. В прошлых играх доброй воли я смог послужить человеку, привести к Богу человека, которому 104 года. I don't talk to the women. Я с мужчинами только разговариваю. Because funny situation, if I'm standing in line for a race, Я, допустим, представьте, что я стою в очереди для участия в заплыве, and the next race is a women's race а следующий заплыв это женский заплыв in the same age bracket. в том же самом возрастной категории. Now the men don't swim against women. Мужчины не плавают, не соревнуются против But женщин, I'd get talking to the lady standing next to me, но они тут рядом стоят, поэтому я разговариваю с and then ними. I'll say goodbye. Look, I got to go and race. И поэтому говорю, прощай, мне пошло, мне надо плавать. She got very upset. Эта одна женщина так обиделась на She меня, thought I was insulting her, telling her to get away. и она решила, что я ее выгоняю. Поэтому после этого я с ними не разговариваю. And what happens? These ladies want to punch me. Поэтому она одна пыталась меня ударить. Now, I used to be a boxer. I know how to defend myself. Я вырос в семье боксеров, поэтому как But that wouldn't защищаться я good look. знаю. Look, if my name appeared in an Italian newspaper, swimmer, male swimmer knocks a woman out. Но в газетах выглядело бы не совсем тактично, если бы прозвучало, что мужчина-спортсмен нокаутировал женщину-спортсменку. I have proved I can run faster than those women. Ну, по крайней мере, я могу доказать, что бегаю я быстрее, чем So они. my wife comes with me to protect me from those women. Поэтому я с собой жену всегда вожу на эти игры доброй воли, чтобы она меня защищала. My wife grew up in a street fighting family. Моя жена родилась и выросла в семье уличных бойцов.
Her father was a street fighter. Ее отец был уличный боец. That was just the time that they grew up. Время это было естественно в то время. Well, he wanted a son for his firstborn. Поэтому, когда он хотел, чтобы его первый ребенок был He мальчик, got a daughter instead, so he taught her to а fight. родилась девочка, ну, пришлось учить девочку, как бороться. And my wife is left-handed. И моя жена, она левша. I see her starting to shift her weight and clench her fist, then I run. И если я вижу, как она начинает переминаться с ноги на ноги и сжимает руку в кулак, и говорит, время бежать. Listen, my wife's name is Margarita. Мою жену зовут Маргарита. She has red hair, Она рыжая, very feisty personality, очень вспыльчивый характер, and she looks after me. и она всегда меня защищает. We've been married 56 years. 56 лет мы уже в браке. It means we're getting something right. Поэтому, по крайней мере, чего-то мы научились, что-то у нас получилось. Oh, it's been fun. Translate that. All right. Now, Убегать от нее всегда весело. talking about marriage. Поэтому давайте поговорим о браке. This is a relationship where stress needs to be diminished. Это взаимоотношения, где стресс должен быть минимализирован. It's the most important friendship in life. Это самая драгоценная дружба, самая важная дружба нашей We жизни. need to win and maintain the friendship and trust of our spouses, Нам нужно всегда иметь вот это место доверия, as well as their love and encouragement. иметь и принятие, и любовь, и одобрение. And you know, loving someone Любить кого-то is sowing of seed, – это как сеяние семян. and it's a two-way street. Всегда это двухсторонняя дорога. A one-sided love is a terrible thing. Любовь в одну сторону всегда очень драматична. And husbands, you need to spend time with your wives. Мужья проводят время с женами. Maybe not great lengths of time because they're precious and there's work to be done. Естественно, все в балансе, потому что и работать надо, и зарабатывать надо. But make it quality time when you spend time together. Но когда есть это время, то оно должно быть качественным. You're sowing seeds of good friendship for your future. Мы сеем непрестанно семена в наше будущее. And I'll tell you what, your children are watching how you relate to your wife or your И husband. дети смотрят, как мы относимся к мужьям или к женам. And you know what happens? Your children trust you. И видя доверие и взаимоотношения, дети тогда доверяют. And they'll want to work with you. И они будут хотеть быть с вами, They'll want to travel with you. хотят путешествовать с вами. I've reached the stage where my children know more than I do. Я уже в таком состоянии, когда мои дети знают намного больше, чем я. And I'm quite used to receiving help from my И children. я с удовольствием принимаю помощь с их стороны. Because my children are cleverer than me. Потому что мои дети получились умнее, чем я. I've learnt a lot from my kids. Я учусь многому от детей. And they don't scorn me and look down on me when I ask them for help. И они никогда не смотрят на меня с высоты, когда я прошу у них помощи. You see, you sow seeds into your children, it comes back to bless you in Когда later вы years. сеете добрые семена в вашу семью, оно возвращается к вам And жадно. I want to say to all of you, И я хочу всем сказать, keep the sexuality in your marriage safe. интимная жизнь должна быть чистой. That's the ultimate of trust. Это вот место доверия. If you destroy that, Если вы это будете разрушать, very difficult to get your integrity back. то очень сложно потом восстановить это It's not доверие. impossible, Нету ничего невозможного, but it's difficult. но будет сложно. Now, personal relationships. Личные взаимоотношения. That means your children. Дети. That your children will grow up to be your friends. Чтобы дети выросли, будучи вам друзьями. When I swim in the World Masters Games, Когда я участвую в заплыве, nobody wants to talk before a race в играх доброй воли, то никто перед соревнованиями не хочет разговаривать. because all these guys are under pressure. Все чувствуют давление, все в стрессе. Now, swimming is a gift for me. Для меня плавать – это просто дар. I don't strain to swim. It's Для easy. меня не сложно плавать. My Просто granddaughter очень has that gift. И у моей внучки тот же дар. She has become a Southern England swimming champion. Она стала чемпионкой Южной Англии. And she has that gift of just swimming. Ей все вот Easy. плавание дается очень просто. After the race, all the guys are sitting in the change room Но после заплыва, когда все уже в раздевалке, and they want to talk. все хотят говорить. And this happened one time. И вот однажды вот так вот It was at произошло. a World Masters Games in Italy. В Италии, когда я был на играх доброй воли, There was a big guy sitting next to me, рядом со мной был такой lots of hair on большой, his chest. такой волосатый весь. And in
here on his chest there was a crucifix of Jesus on the И cross. у него был крестик. Now I'm looking for opportunities like that. И я всегда ищу возможности с I людьми picked поговорить. the little badge up and I said, Я what's this взял mean? этот крестик и говорил, что это значит? He said, when I was young, Он говорит, когда я был молодым, I served in the church, я служил I в sang in the церкви, choir, я пел в хоре I really loved Jesus. и действительно любил Иисуса. And I said, what happened? Я говорю, и что дальше? He said, I became a teenager, Говорит, стал подростком, very important sportsman, стал известным спортсменом and I walked away from God. и ушел от Бога. And I said, what's happened? Я говорю, а дальше? First marriage failed, Говорит, первый брак развалился. second marriage is failing, Говорит, второй разваливается. my children and grandchildren hate me, Говорит, и дети, и внуки терпеть меня не могут. I've got very few friends anymore Говорит, очень мало друзей у меня осталось. because they're all getting old and dying. Все уже состарились, кто-то уже He said, умер. I'm so lonely, it's killing Говорит, я me. чувствую себя таким одиноким, что это He said, просто снедает I'm меня. going to take my own life soon. Говорит, я думаю, что уже и мою жизнь я хочу завершить. Now, I looked around, nobody was interested in us, we were just talking. Мы просто разговаривали, никто на нас не обращал внимания. And I said to him, did you ever think of doing a U-turn and coming back to Jesus? Я ему говорю, ты никогда не думал о том, чтобы сделать разворот и вернуться к Иисусу? He said, will he take me back? Он говорит, ну а кому я нужен? I've done so Примите many меня. wrong things. Говорит, столько у меня, такой багаж жизни And I уже. picked up the badge around his neck. И я взял вот это вот And I said, распятие у него на груди. His arms are outstretched to take Смотри, you у back. него руки распростерты для того, And he чтобы started тебя crying. принять. Он начал плакать. And I said, come on. Я сказал, ну давай. His name was Theo. Его звали Тион. I said, let's pray together Давай помолимся вместе. and recommit your life to Давай Jesus. просто снова вернемся к And Иисусу. there was a tap on my shoulder. И кто-то мне по плечу I turned постучал, around, я two guys повернулся, sitting еще behind me were двое, listening. которые за мной, они просто слушали. They said, can we pray with you as well? И говорит, Wow. можно мы тоже будем молиться? Those are my medals. И вот это для меня награда. Это мои Three медали. guys got saved after 3 that. человека пришли к Иисусу. I came back to find my wife sitting in the stadium Я переоделся, вышел, нашел свою жену, которая была на talking to three стадионе, ladies. которая приводила к Иисусу 3 женщин. And then she was praying for them, laying hands on them. Уже молилась за них, возлагала руки And на I них. said to her, well done, well done. Я говорю, молодец, классно, хорошо. She said, do you think you're the only one who can bring people to Jesus? Говорит, ты что, думал, что ты один можешь только служить людей, приводить к Иисусу? You know, I see those guys under such stress И вот эти все люди, они живут под непрестанным давлением стресса. because they threw away their integrity and disappointed their families. Потому что чувствуют на себе ответственность разочарования, разбитые семьи. Look after your families. Поэтому заботьтесь о семье. Even if you have to go to them and say, I'm sorry, I Даже was wrong. если нужно приходить и постоянно извиняться. It's a great person Это хороший человек, can настоящий. admit, I was wrong. Только настоящий человек может признаться And в then, своих слабостях. please forgive me. И сказать, прости меня, And then please help me. помоги мне. Wow. Great person who can do that. Это великий человек, который способен. на Look это after делать. your friendships. Заботьтесь о дружбе. You know, in Proverbs 18 it says, В притчах написано, a person who has friends must show themselves to be friendly. кто хочет иметь друзей, тот сам должен быть And there дружелюбным. is a friend who sticks closer than a И brother. есть брат, который друг, который ближе, чем брат. Now, I used to think that referred to Jesus, Я почему-то всегда думал, что речь идет об Иисусе здесь. that he's a friend who sticks closer than a brother. Что вот он друг, который ближе, чем брат. Now, Jesus is our best friend. Конечно, Иисус наш лучший друг. But that verse is not talking about Но Jesus. здесь не об этом идет речь. It's talking about you and me. Но речь идет о нас, о We позитивных are to be взаимоотношениях. friends to Мы people, должны быть дружелюбны that they для feel людей, they've got a brother or a чтобы sister they они can в talk нас to. увидели и брата, и сестру, которому они могут доверять. Okay, let me give you some keys to win over stress. Поэтому дайте мне дать несколько каких-то таких ключевых позиций для преодоления стресса. Because your health and your well-being Потому что и ваше здоровье, и ваше is благосостояние important here. ставится на кон здесь. Now, health is not the absence of sickness. Смотрите, здоровье – это не отсутствие болезни. Good health Хорошее здоровье is a positive state of physical, – это emotional, and позитивное social состояние well-being. и физического, и эмоционального, и социального, и духовного содержимого. If you are physically well, Если вы физически сильны, emotionally unstressed, эмоционально разгружены, have a good social relationship with others, имеете хорошие социальные взаимоотношения с and your другими, spiritual life is strong with и у God, вас ваша духовная жизнь сильная, doctors will be amazed. They think you're very healthy.
то врачи, смотря на вас, будут считать вас очень здоровым. Now, I know that I'm 15 years older than my personal doctor. Я знаю, что я на 15 лет старше моего врача. He's a friend of mine. Он мой хороший друг. But when I go and see him, like to get vaccinations and stuff for my traveling, Когда я иду к нему там делать вакцины для своих поездок he says, непрестанных, David, every time I see you, I get angry with myself. и говорит: Дэвид, каждый раз, когда ты ко мне приходишь, я на себя злюсь. He says, you're 15 years older than me and you're fitter than me. Говорит, ты на 15 лет старше меня, говорит, но ты лучше, чем я. Now, I know my time with him has to be very short. Я знаю, что обычно к дантистам я хожу. But I've taught my doctor how to handle stress. И к врачам я вообще редко обращаюсь. Но я врачам даже советую, как им бороться со стрессом. So let's talk about having a balanced life. Поэтому нам нужно иметь в балансе все. Все без фанатизма в балансе. Let's deal with the physical side. Физическая часть или наша. Eating as much healthy food as you can. Нужно питаться сбалансированно, хорошо питаться. Look, I love the cakes that people bake here. Ваши тортики, они впечатлительные тут. And like my colleague here, I do like strong coffee. И как мой коллега, здесь кофе это тоже очень хороший. Too much of that's not good for your system. Но много кофе плохо. Avoid unhealthy habits. Я всегда стараюсь избегать нездоровых привычек. Do a bit of exercise every week. Непрестанно нужно заниматься спортом. I bought myself some 5-kilogram dumbbells. Я купил себе гири по 5 килограмм. And I go walking around our neighborhood, И swinging these хожу dumbbells. по улице. Nobody will mess with you if they see you walking with dumbbells in your hand. Когда у вас в руке гири, говорит, никто к вам не будет приставать. As I say, I can swim easily. И как я говорил, я плаваю But постоянно. whatever you can do, Любой вид спорта, что вам нравится. even pushing your baby in a baby car, that's exercise. Если у вас маленький ребенок, возьмите и Or your вперед с grandchild. коляской бегом. Или внука катайте в коляске. Now, what about your emotions? Эмоции наши, эмоциональность. There are 3 things we need to do to have healthy emotions. 3 пункта, которые нам необходимо, нужно культивировать в нашей жизни, чтобы наша And I call them the 3 эмоциональность R's. была правильными. Я назвал их 3 R. Rest. Rest как отдых. Try and have a good sleep each night. Хороший 8-часовой сон. And look, if you have some time during the day to put your head down and have a sleep, have a sleep. Don't be guilty about it. Не переживайте, если вам удается где-то днем чуть-чуть поспать, отдохнуть. Ничего в этом плохого нет, это sleep очень is the хорошо. only thing that regenerates your body. Единственная стадия, когда тело, оно возобновляется, это во время сна. Then relaxation. Такое расслабление или релаксация. Like listening to good music, Хорошая музыка, reading good books, хорошую книгу почитать, and посидеть. then recreation. И восстановление. Have some family fun. Какой-то просто семейный отдых. Outdoor пикник. picnics and playing sport together. Какой-то просто спорт поиграть вместе. Like while I was having some tea, I was kicking a ball around with the kids. That sort of recreation. Я с мальчиком там мячиком пинался. Что-нибудь такое. I don't know if you spend a lot of hours in front of your television. Я не знаю, сидите ли вы перед телевизором долго, But that's not restful. но это далеко не отдых. Get victory over the switch. Победите этот пульт. Одержите победу над пультом. And when you go for a walk, leave your mobile phone at home. Когда идете гулять, то телефон с собой не берите. I've seen people walk out and get bumped by a car because they're looking at their phone while they're Я walking. был свидетелем, когда люди с телефоном гуляя попадали под колеса машины. What about social well-being? Наше социальное благосостояние. Having good friendships. Дружба, хорошая дружба. A few good friends that you can share secrets with. Хорошие, близкие друзья, с кем можно поделиться No, секретами. you can't do that with everyone. Нельзя всем доверять подряд. Because some people have loose tongues. Потому что у некоторых язык And такой before you know развязанный. И it, the whole прежде чем neighborhood knows your по secrets. секрету всему свету и тому подобное. I have strong men around me at times У меня есть друзья мои близкие, that look up to me, которые ко мне смотрят, на меня but смотрят, I allow them to speak into my life но которым я позволяю говорить и в свою жизнь, because I trust them. потому что я им доверяю. And they don't scandal me. И они To не others. будут обо мне говорить другим. It's a good thing to have male friends or female friends. Хорошо If you're a lady. иметь друзей,
and then your spiritual well-being. Духовная наша жизнь. Listen, we are a spirit, Мы дух, we have a soul, у нас есть душа, and we live in a body. но живем мы со всем этим в теле. So we're made in God's image. Мы созданы по образу и подобию Божьему. Don't starve your spiritual life. Поэтому не игнорируйте вашу духовную Keep жизнь. feeding your spiritual life Постоянно питайте свой дух. on the Word of God, Питайте свой дух Словом Божьим, good inspirational books, хорошими книгами, которые вот восстанавливают fellowship with God's общение с Божьими людьми, с Божьим народом. and in that way you'll keep spiritually fit. И таким образом ваш духовный человек будет Because being укрепляться, обновляться. spiritually unstressed flows into the other areas of life. Потому что если духовный человек внутри вас, он не в напряжении, не в стрессе, то это будет влиять на все остальное. That does not mean times of stress won't come. И я вовсе не говорю, что таким образом мы избежим стресса. Even times of stress that try to overwhelm you. Или мы избежим стресса, который будет сложным для нас. And Нет, я не keep говорю об looking этом. to God Я for the говорю о victory. том, чтобы во всем этом мы сможем преодолевать, смотреть, поднимать глаза на Иисуса. I want to finish with this little movie clip for you. И вот в завершении просто хочу показать вам вот эту вот зарисовочку. This, I think, for a little animal, would be the ultimate of stress. Наверное, вот для этого маленького животного это самый такой большой стресс, But it has a good solution. но хороший выход.
Пускай это вот останется в ободрении вам. When we're taking our stand against the devil Когда мы выступаем войной против дьявола, and against adversity and stress, против стресса, против давления, and we think we're getting the victory, и нам кажется, что мы сейчас все победим, God is right with us, Бог с нами во всем этом. and He is causing the devil to run. И Он тот, который заставляет врага He's the one убегать. who brings us peace. And Он дает нам победу, Он дает нам покой, Он дает нам мир. remember to acknowledge Him Помните о Нем всегда. and spend your life talking about Him to others, И проводите время, говоря и делясь Иисусом с другими людьми. especially to others who are falling to the stress. Особенно те, которые попадают в зону стресса. And they say to you, how have you managed to stay sane? И когда посреди всего того, что вам пришлось пережить, у вас есть свидетельство, как вы прошли и победили, вот это и будет помогать им. How have you stayed in peace? Как ты прошел через все, как ты выдержал все, How have you stayed away from stress? как ты одержал победу над стрессом. You can say to them, look, I go through the same troubles as you, Мы можем сказать, мы все проходим через одно и то but же, God is with me. но Бог со мной. I have my faith in Jesus. У меня есть победа, у меня есть вера в Иисуса. And then ask them the question, Задавайте вопрос тогда. can I introduce you to Jesus? Познакомить тебя с Иисусом. Can I help you to get Jesus into your heart? Помочь тебе принять Иисуса в свое And you сердце. can have the same source of supply that I have. И у тебя будет та же поддержка, что у меня. Don't waste the opportunity. Поэтому не теряйте Share шанса. Jesus with that person. Делитесь с Христом со всеми, кто рядом.